Всем привет, с вами Lost, и сегодня мы продолжаем играть в такую игрушку, как Choice of Life Middle Ages 2. Очень интересная игра, которую я очень долго не могу пройти, но мы это опустим и просто продолжаем. Кто хочет видеть продолжение этой игры, ставьте лайки. Наберем 5 лайков, я выпускаю новое видео по этой игре. Классно придумал, да? Идем в низину. Я уже все забыл, но мне пофиг. У дороги стоит шатер с вывеской «Лечу глупость». Несколько крестьян уже встали в очередь. Я не глупый. Сказали вы про себя и продолжили путь. Низина. Я испугалась, Ваше Величество. Вы сбежали так внезапно. Все в порядке, не бойся. Мы беспризорники, там вся тема, вся фигня. В общем, кто не знает, смотрите прошлое видео, ссылка будет в описании. Ну и в комментарии кину тоже. Серпантина восхищенно смотрит на вас. По вашему приказу лагерь был собран, и поход продолжился. Спустя несколько часов Серпантина зовет вас взглянуть на что-то. Взглянуть. В низине глубится белоснежный туман. Мы уже когда-то пытались помочь Серпантине обратно вернуться в человеческую форму, и там башня. Короче, в какую-то башню надо было попасть, которая постоянно перемещается. Башня точно там за туманом. А ты уверена? Конечно, Ваше Величество, мы уже были здесь. Вы забыли? Вперед! Вместе с большим отрядом гвардейцев вы спустились в низину. И, кстати, еще одна информация. Я теперь видео буду выпускать не по полчаса, как вы заметите, а по 15 минут. Но снимать я буду также полчаса, просто буду разбивать видео на две части. Возможно, ненужная для вас информация, но пофиг. Беспризорник Сиги, который был заточен в кандалы, настойчиво кричит вам. Послушайте. Ваше Величество, король, ваша милость, прошу, я знаю эту местность, я могу проводить вас. Что здесь опасного? Болото, ваша милость, я здесь чуть не утонул однажды. Провожай. Сиги обрадовался и повел вас вперед. Вы спустились в низину и последовали по тропинке, которую показал беспризорник. Следовать. Вы теряете Сиги среди тумана, зато впереди виден просвет. Перед вами предстали массивные стены, и Серпантина подтвердила, что это та самая башня. Позвать Фабиана. На балкон вышел взволнованный старик со свечкой в руках. Фабиан. Бывший маг вашего отца. Почему бывший? Почему... Бывший маг вашего отца. Почему бывший? Уже как несколько лет он впал в старческий маразм. Ок. Эйнхард, это ты? Я никуда не пойду, я уже в пижаме, мне пора спать. По поводу Серпантины. Серпантина под замком, в безопасности, все как вы и велели. Старик не в своем уме. Я и сам вижу. Что сказать Фабиану? Представиться Эйнхардом. Старик заинтересовался вами. Один его глаз смотрит на вас, пока второй рыщет по сторонам. Эйнхард, это ты? Я не могу поверить. Спустись и посмотри. Старик действительно спустился, начал присматриваться к вам и ощупывать своими морщинистыми руками. Так, кольцо и корона есть, лицо похоже, но где твоя борода, Эйни? Кожа мягкая и упругая, ты слишком молод. Здоровый образ жизни. Ха-ха-ха, кому ты это рассказываешь? Ладно, так уж и быть. Фабиан передал вам ключ и неторопливо вернулся в свою башню. Открыть замочек серпантины. Кукла колдуна. Получено достижение. Вас ослепило свечением так, что вы отпрянули на несколько шагов. Вместо кошки перед вами предстала девушка необычайной красоты с фиолетовыми волосами и, к слову, абсолютно голая. Дать одежду. Хороший друг. Вы укутали Серпантину в теплый плащ и отдали приказ возвращаться в замок. Теперь Серпантина благодарна вам и живет у садовника при дворе. Домик садовника. Пойдемте. В смысле? В смысле двора Батура? Мы туда пришли?
А, ну у нас, собственно, вариантов-то больше и нет, поэтому идем в двор Абатура. И такое бывает. Вы прибываете во владение Абатура. Пока гвардия располагается, вы ждете слугу и решаете чем-то себя занять. Поиграть с местным ребенком, поиграть с колосками, демонстративно тренироваться с мечом. Но рисковать я не буду. Поиграть с местным ребенком. Вы предлагаете одинокому мальчику поиграть. Он обзывает вас мерзким и вонючим дядькой, затем отдавливает вашу ногу и убегает. А сердце-то за что? Является слуга и предлагает провести вас в крепость. Поговорить по пути. Ваше Величество, я попробую ответить на ваш вопрос. Сколько ты зарабатываешь? А что такое деньги? Как так? Мы работаем ради общего блага. Слуга вас побаивается, да и вы не знаете, о чем говорить. Вы молча идете, пока не оказываетесь у ворот крепости. Войти. Ваше Величество, на этом я должен отклоняться. В крепости вас сопроводят. Справлюсь сам. Сразу видно, человек королевских кровей. Ой, простите. Внутри вас встречает стража, уважительно кланяется и провожает к покоям Абатура. Да что ж меня все отвлекают? Одно вырезать придется. Это я вырезать уже не буду. Так, кланяется, провожает к покоям Абатура. Постучаться, ворваться внутрь. Постучаться. Входите. Абатур наклонился над большим прямоугольным столом, на котором натянута карта и стоит множество фигурок. Осмотреть Абатура. Абатур облачен в парадные доспехи, которые выглядят внушительно. Он как будто в них и родился. Чем я обязан визиту вашего величества? Вы сомневаетесь в моем управлении землями или вам просто нечем заняться? Оставь колкости для слуг. Только посмотрите, маленький принц вырос в мужчину, способного дать отпор. Ха-ха. Я могу приказать тебя повесить. Не можете, ваша корона еще не совсем ваша, и если мне понадобится, оно быстро слетит вместе с вашей головой. Это угроза? Да, и что вы будете делать? Покажу свою силу. Абатур кидает вам меч и готовится нападать. Взять меч. Ух ты, вот это интересно. Звеня, Абатур совершает выпад в вашу сторону. Подножка. Блядь. Абатур не подался на уловку, развернулся и ударил вас рукояткой меча. Я просто не понимаю, куда он это, что там делает. Так, давайте поиграемся с колоском. О, вы машете мечом, это привлекает местную детвору. Они облепляют вас со всех сторон и просят научить их также. Поговорить. Абатур. Его светлость Маркграф Абатур строгий, но справедливый хозяин. С ним хоть и нелегко, но мы его уважаем. А что-нибудь плохое? Простите, но я даже не знаю, что вам сказать. Так, я таймер выключил. Очень классно. Так, войти. Справлюсь сам. Ворваться. Абатур не ожидал такого и схватился за меч. Правда, заметив короля, он свернул его в ножны. Осмотреть Абатура. Колкости для слуг. Приказать повесить. Это угроза. Покажу свою силу. Взять меч. Так, подножка не подходит. Уйти в сторону. Вы отпрыгиваете и избегаете удара. Абатур сохраняет расстояние и подначивает вас. Ложный удар. Вы заносите меч, но вместо удара пинаете Абатура в грудь. Тот пошатывается и пятится назад. Маркграф выглядит открытым для удара. Не рисковать. Вы выжидаете и получаете неожиданный мощный удар от Абатура. Вы оба устали, и, похоже, бой близится к концу. Абатур нападает, и вы чувствуете, что не в силах защищаться. Бить слева. В момент вашего удара в глазах Абатура мелькнула искра радости и удивления. Меч попадает ему в бок, и он с грохотом валится на пол. Черт! Не думал, что у вас получится. Как-то неэмоционально я прочитал, да? Наигранно. Ваше Величество, поздравляю, вы только что нанесли поражение опытному рыцарю. Теперь-то ты меня примешь, гроза рыцарей?
Батур до сих пор в изумлении и рассматривает повреждения своих доспехов. А, это мне титул дали. Несомненно, мне кажется, что вы станете даже более великим, чем ваш отец. Теперь ответь на вопрос. Конечно, я отвечу на ваш вопрос. Ты пытался убить меня? Нет. Отлично. Вы победили и получили сильного союзника. Теперь можно возвращаться в замок. Серьезно? И все? А, в замок тут есть такая функция. Так, случайная встреча. Наступает ночь, и вы вынуждены разбить лагерь. Ваши слуги нашли небольшую полянку рядом с лесом. Здесь легко можно найти древесину, чтобы разжечь костер. Посидеть у костра. Вы слушаете байки ваших гвардейцев и делите с ними еду. Вскоре все расходятся по палаткам и остается только часовой. Вы улеглись спать, как вдруг слышите рычание около вашей палатки. Проверить. Вы выходите из палатки, осматриваетесь, и тут же вы понимаете, что это было не рычание, а хлопанье ткани на ветру. Вы закрываете глаза и начинаете проваливаться в сон. Мешает этому только звук, будто к вам в палатку кто-то зашел. Вскочить. Никого. Нет, серьезно? Только что вы услышали звуки шагов, а сейчас их нет? Вы уже не можете спать, а вокруг вашей палатки появляются все новые звуки. Вы даже стали видеть тени, пляшущие вокруг вас. Схватить тень. Вы хватаете рукой тень и чувствуете, что это вовсе не тень. С другой стороны палатки вы схватили маленького мальчика. После непродолжительного таскания за уши малой расплакался. Это не с друзьями решили попугать путников. Это они с друзьями решили попугать путников. Все эти звуки их рук дело. Пригрозить и отпустить. Вам удалось разобраться с проблемой и никого не потревожить. Вы спокойно ложитесь спать, а на утро вы двигаетесь дальше. В замок. Что у нас в замке? Расследование. Домик садовника. Пойдемте к серпантине. Домик садовника. Ваше внимание привлекло шуршание в кустах и знакомое мяуканье. Проверить. За кустами оказалась серпантина, напевающая песни, подстригающие кусты. О, Ваше Величество, доброе утро. Отлично выглядите. Теперь она человек. Серпантина. Еще недавно она была кошкой и ловила мышей, а теперь живет при дворе в образе девушки. До сих пор не верится. И ты. Серпантина таинственно улыбнулась. Чем занимаешься? Помогаю садовнику за небольшую плату. Хочу накопить золото и переехать на юг. Серпантина продолжает напевать веселую мелодию, и в воздухе повисло неловкое молчание. Что скажете Серпантине? Прогуляемся? Серпантина с удовольствием согласилась. Увлекшись разговором, вы дошли до каменного Эйнхарда. Целая стая голубей оккупировала статую вашего отца и местность вокруг. Накормить. Вы заглянули в замок и набрали столовую черствого хлеба. В следующий час вы кормили голубей, пока все не наелись досыта. Вы гуляете дальше и рассказываете о своих приключениях. Серпантина слушает с удовольствием, но вас прерывает храп стражника, уснувшего на посту. Подшутить. Вы принесли подушку из замка и подложили под голову спящего. Проходивший мимо Тарек увидел это и разжурепел, зато вам было весело. Начало смеркаться, и вы вернулись в сад, откуда вам навстречу вышла парочка дворян. Заметив Серпантину, мужчина презрительно хмыкает. Приказать извиниться. Прошу прощения за это недоразумение, Ваше Величество. Ваш выбор – это ваш выбор, но происхождение данной особы не соответствует вашему статусу. Пошел вон. Пара дворян быстро удалилась. Эх, это из-за дворян? Нет, просто сложно жить, не зная своего прошлого. Понимаю. Эй, чего печалиться? Пойдемте лучше в лабиринт. Я знаю там одно местечко, вам понравится. Идти. Почти в полной темноте вы пробираетесь по лабиринту, полностью доверившись Серпантине. Чутье не подвело, вы нашли уединенную лавку. Здесь так волшебно и тихо, вам нравится? Блин. Дачный романтик. Ну, мы столько для нее сделали, я думаю, было бы глупо, если бы у нас не получилось. Титул получен. Дачный романтик. Серпантина покраснела и засмущалась. Под предлогом, что ей пора возвращаться к работе, она быстро покинула лабиринт. Да. Так, расследование. Давайте вернемся к нему.
А, кстати, я видео так-то должен это заканчивать. Ладно. В общем, всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Наберем 5 лайков, я выпускаю следующее видео по этой игре. Также подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы знать все новости. Ну а с вами был Lost. Всем удачи и всем пока.